Как так получилось, что вы к этому пришли и в итоге стали практически лучшими? Не было ничего, не было денег, не было идей. Нам казалось, что мы именно в том месте, и нам надо быть здесь. Потому что там все равно все куплено. Как вообще организовывать? Ну что, не ругайтесь, не ссоритесь. Знаете, вот секрет очень интересный. Чат закрывать надо сразу. Сразу закрывать, а то вас заклюют. Дало всякие обмотки. Шизанутым нет покоя. Здравствуйте, дорогие друзья! Вы снова смотрите канал Hanafi Colors Pigments. С вами Ольга Ханафи. И у нас сегодня очередной новый подкаст. А подкаст означает, что у нас сегодня в студии гости. Сегодня у нас речь пройдет про конференции и конгрессы в нашей профессии, в профессии перманентный макияж. Это не только тусовка, естественно, это обмен знаниями, это обмен опытом, это знакомства, это какие-то бизнес-проекты, обучение, куча всего полезного, важного и умение классно организовать такое мероприятие, на котором встречаются большое количество людей и много функций это мероприятие несет. Умение сделать такое мероприятие классно, это дорогого стоит, не все умеют. Сегодня у нас в гостях организатор одной из лучших конференций в России, а может быть и в мире по перманентному макияжу, Интерперманент. Татьяна Анчуткина и Галина Крючкова – основатели Академии ПМ Профиап, авторы тренерского курса «Перспектива», создатели крупнейшего международного конгресса и чемпионата мира «Интерперманент». С 2019 года в этом мероприятии приняли участие более 1000 мастеров из 15 стран мира. Более 200 из них стали чемпионами России. 5-7 декабря 2022 года в Москве состоится крупнейшее ежегодное событие в мире перманентного макияжа «Интерперманент». Конференция на тему «Трансформация» осветит многие новинки в оборудовании и техниках. Будет 90 эксклюзивных выступлений и показов от топов индустрии ПМ. Объявит абсолютных чемпионов мира по ПМ и вручит самые большие кубки за всю историю. Представит новые тренды, расскажет о современных тенденциях, а также задаст новый виток в индустрии. В этом видео Татьяна и Галина поделятся своей историей и поведают о том, что еще интересного вас ждет на Интерперманенте в этом году. Девочки, здравствуйте. Здравствуй, Олечка. Здравствуй, Спасибо Олечка. за приглашение. Галя, Таня, очень рада видеть вас в нашей студии. Хочу с вами сегодня поговорить на вот эту тему, которую я уже озвучила. Многим она интересна. Интересна тем, кто, может быть, хотел бы что-то организовать. Интересно тем, кто хотел бы участвовать как просто участник конференции или участник чемпионата, хочет знать о каких-то подводных камнях, как правильнее, как лучше. Поэтому вопросов куча на самом деле. Я думаю, что нам будет о чем поговорить. Но я сперва задам вам изначальные такие основополагающие вопросы о том, как все начиналось. Как так получилось, что вы к этому пришли и в итоге стали практически лучшими. Тем более, учитывая, что всем известно, что вы не мастера перманентного макияжа и пришли в эту профессию из другой профессии. Расскажите, как это все начиналось. Начать надо с того, что и я, и Галя всегда хотели заниматься своим делом, всегда хотели иметь свой бизнес. У нас достаточно большая разница в возрасте. Познакомились мы, когда мы занимались мебелью, причем занимались мы мебелью. Мы были менеджерами по продажам, обычными менеджерами. Мебельный центр «Грант». Галя шла с обеда. Я работала просто на своей торговой точке. Мы встретились и решили просто пообщаться, просто вот как коллеги. И Галя говорит: мне надоело вообще работать на дядю, хочется что-то свое. И ровно те же самые чувства были у меня. Как раз я сидела, скучала на работе, мне она безумно просто не нравилась, потому что мне хотелось развиваться. Мне тогда, надо сказать, было... я была очень молодая, мне было 20 или 21 год. И мы как-то с Галей у нас завязался разговор, и мы решили, что нам нужно обязательно начать свой бизнес. Не было ничего, не было денег, не было идеи, но было большое желание.
И вот с этого желания, все началось. Вспомнить так смешно, конечно. Начали мы с клининга, и у нас такая была идея все школы в городе сделать чистыми. Мы даже встречались с директорами школ, и они принимали нашу идею и говорили: здорово, но вопрос, кто будет платить? Вы же знаете, в школах всегда деньги собирают с родителями. Ну, родителям, в принципе, это было не надо. На этом наш бизнес и закончился. Не начавшись. Не начавшийся. Следующий наш бизнес был мангалы. Тогда пришла весна, и мы думали, ну вот точно весной, наверное, мангалы будут всем интересно. Мы честно сделали свой первый сайт. Я помню, надо было 5000 рублей. Мы нашли какого-то вообще такой, просто сделали сайт нам ужасный, такой дешманский. Надо было найти С товар. разными шрифтами просто. Это... Надо было найти товар, нашли товар, увидели мангалы. Ну, стали источник искать, где же эти мангалы продаются. И вышли на одного дяденьку, который потом в нашей судьбе сыграл такую тоже маленькую, может быть, не маленькую, но значительную, важную роль. Вот, мы нашли, мы говорим: слушайте, ну я, говорит, не произвожу мангалы, я сам их продаю. Мы говорим: а давайте продавать вместе. Мы продаем. Он говорит: да прекрасно, за комиссию. Мы говорим: ура, вкладываться не надо в мангалы. Сколько продадим, комиссию получим. Ну, замечательно. Сделали вот этот самый дешевый дешманский сайт и запустили продажу мангалов. Как у нас пошло? Мангалы продаются. С умением Татьяны рассказать классно о мангалах вообще. Приехали за комиссию. Он такой говорит: вы что, столько продали? Я, говорит, не продаю столько. Ему так жалко было выплатить эти комиссионные, но он выплатил. Ну, сказал: работать с вами больше, девчонки, не буду, потому что мне неинтересно. Вы продаете мои же мангалы, я вам еще и плачу комиссию. Естественно, на мангалах мы поняли, что много не заработаем. Второй нас этап был: бытовую технику будем продавать, потому что у меня племянница работала в компании, где можно было не вкладываться, а тоже так же на комиссии сработать. Тогда были популярны аськи. Тань, расскажи про холодильники. Ну, я вообще хочу сказать, почему такой разброс в сферах бизнеса. Денег не было, и мы искали тот вариант заработать, где не нужны были вложения, но можно было что-то заработать. То есть мы вот максимально старались как-то извернуться, чтобы какая-то прибыль все-таки была. Нужно, кстати, заметить, что мы сразу оформили ООО, между прочим. То есть первым делом мы скинулись по 5000 рублей, оформили ООО, напечатали визитки, это вот самое главное было для нас, и пошли в большой бизнес. По поводу бытовой техники, да, история такая же. Мы придумали, что мы будем покупать за оптовую цену, продавать, соответственно, по своей цене. Аська тогда была, и каким-то образом я познакомилась с парнем, он занимался продажей техники, как сейчас помню, это город Пенза. И я ему по Аське продаю партию холодильников. Я до сих пор не знаю, как это получилось. Он согласился и говорит: хорошо, выставляйте счет. И тут у нас следующий вообще счет. А как его выставлять вообще, что это такое? Мы в панике ищем бухгалтера, нашли какого-то через 10 знакомых бухгалтера, выставили нам этот счет, его оплатили, мы оплатили, соответственно, свою цену. И когда уже товар должен был ехать к нам в Москву, мы понимаем, а где товар-то будут забирать? У нас склада нет. Мы же не на квартире будем отгружать, да? И мы как раз вспомнили, не помню, вот как зовут, про мангалы. Вспомнили, что у них есть складское помещение, и попросили воспользоваться этим помещением. В общем, мы вот эту сделку провернули. Это наши были первые честно заработанные 100 евро. 100 евро. Дальше я не помню, а что дальше что у нас было дальше? Ну, дальше было... И постельное белье у нас было. И постельное белье мы продавали. И... Ну, так как мы работали в мебели, и мы знали этот бизнес, ну, поверхностно знали, как продать, как представить. Конечно, не знали внутрянку, но были выходы на поставщиков. Я работала в импортной мебели, и был партнер в Бельгии.
была мебельная выставка в Москве, привез каталоги такие новые, свежие. Мне понравилась одна мебель, и я с этим каталогом мы сделали предложение одной компании, которая торговала матрасами, и договорились о сотрудничестве, что через нас можно будет привозить вот эту мебель из Бельгии, привозить сюда, в Россию. Договориться-то договорились. Но, понимаете, нужно было начать. Мы полетели в Бельгию. Я помню, мы собрали деньги, чтобы полететь в Бельгию, сделали себе визу. И, мы тогда чуть-чуть уже начали зарабатывать там на постельном белье. Это были небольшие деньги, но хватило нам, чтобы долететь до Бельгии. Да, и назад. Но самое главное, летели с одной целью. Нужно было уговорить партнера в Бельгии, чтобы он нам представил экспозицию. А экспозицию, чтобы нам можно было открыть магазин. Мы были там 5 дней, мы ездили на фабрики, мы смотрели на различные товары, нам нравилась вот эта мебель. И каждый день мы говорим: да, здорово, но вот вы знаете, вот Италия представляет мебель вот в торговые точки здесь, в России, и это дает свои результаты. Они говорят: то Италия, а тут мы, Бельгия. Но в конце 5-го дня мы все-таки удалось уговорить. Нам выдали, я сейчас вспомню, без процентов выдали 10 тысяч евро, но в виде товара. И мы его привезли сюда, в Россию, арендовали площадь в торговом центре и начали продажи. Но мы после этого, прям как только начали, сразу был первый кризис. Не будем рассказывать, как мы 10 лет работали с мебелью, много было Борясь с сложностей, кризисами, да, да? борясь с кризисами, вот эти взлеты, падения, курсы евро постоянно. К этому времени, 10 лет, мы уже такие истощены, такое идет выгорание, и мы принимаем решение, что все, мы закрываем бизнес. На тот момент у нас уже было несколько эксклюзивных контрактов на всю страну. У нас были региональные представители, у нас было 3 магазина собственных в Москве, то есть это был крупный, хороший бизнес, но мы от него просто устали. Мы приняли решение, что мы хотим какой-то легкий бизнес. К этому времени, надо сказать, мы уже 2 года имели салон красоты. Когда мы полностью ушли, уже распродали бизнес, через пару лет и остались на салоне, мы понимаем, что нам ни дохода не хватает, естественно, от салона красоты. Нам элементарно просто скучно. Мы привыкли в фурме возить. У нас дистрибьюторов по России было очень много. В форуме это и деньги другие. А тут салон красоты, маленький салон красоты. Правда, у нас в коллективе 15 человек было, он не такой уж и был и маленький. Он приносил прибыль. Но нам скучно, мы это масштабно любим. В общем-то, теперь и понятна подоплека и причина этой масштабности. Окей, так. Все, идем дальше. Буквально, когда мы имели салон красоты, отправили девочку учиться, был тогда микроблейдинг очень популярно, и она натолкнула нас на идею обучения. Она пришла очень вдохновленная, и обучение было тогда 50 тысяч, это было достаточно дорого на тот момент, Да. 3 дня, и она пришла вдохновленная настолько не процедурой, а тем, сколько людей хочет обучиться, сколько пришло учеников и сколько пришло платных моделей. Мы с Галей, как уже опытные бизнесмены, быстро подсчитали, что это оказывается очень выгодно, и можно в направлении бьюти открыть как раз обучающий центр, то есть не только услуги оказывать, но еще и обучать. Варианты были разные, мы хотели и ногти обучать, и парикмахеров, много думали над различными направлениями, но поняли, что перманентный макияж – это наиболее прибыльная сфера, поэтому остались в ней, все просто. Мы же вообще ничего не понимали в индустрии перманентного макияжа, поэтому сами-то не мастера, но мы думали, нам нужны преподаватели, наш обучающий центр. Причем название «Профи-ап» родилось у нас сразу. Здесь должны быть только профи. И мы в поиске профи в Инстаграме начали искать. Мы тогда понятие красивые брови или некрасивые, так они нам все вообще казались красивые. Таня сегодня, кстати, прислала фотографию, говорит, ты представляешь, 7 лет назад, говорит, всплыло, какие брови были такие коромыслом, это было вау. Это моя фотография, у меня были 2 запятые, такие мне рисуют. Мы
начали поиски преподавателей. Я прям забивала в интернете, так, микроблейдинг, ага. О, вроде бы классно, напишу-ка. И так я писала многим преподавателям. Мне говорят, вы кто? А мы говорим, давайте мы вам мастер-класс организуем. Хотя, честно, мы даже не знали ничего о организации мастер-классов. Просто в интернете вот смотрели, мы говорим, какие-то мастер-классы организовывают. У нас не было помощников, кто бы нам помог и объяснил, как вообще организовывать вообще какие-то мероприятия, мастер-классы, как проводить обучение. Вот, честно, нас, наверное, как-то вот несло в правильном направлении, и к нам притягивались люди, которые нам после того, как мы организовывали что-то, ну, многое открывали об индустрии вообще. И мы много узнавали на мастер-классах, много узнавали от мастеров. И мы вот как-то сами напитывались, и мы очень быстро сориентировались в этой индустрии. Прям нам казалось, что мы именно в том месте, и нам надо быть здесь. Мне кажется, мы провели, когда мастер-классы 3, мы уже почувствовали, что такую уверенность в себе. Мы много информации уже слышали от мастеров. Даже вот когда в мастер-классе есть какой-то перерыв, да, и все уходят на кофе-брейк, мы максимально сливались просто с мастерами и слушали какие-то имена, какие-то вообще профессиональные названия, все узнавали. То есть нам нужно было погрузиться в эту сферу, она нам действительно понравилась, она нам была интересна. И у нас не было даже, вот я сейчас осознаю, какого-то вектора развития, да, то есть у нас не было конкретной цели, что мы хотим проводить мастер-классы, или мы хотим... Про конгрессы даже речи тогда не было, такой цели никогда не было. Мы когда начали, мы же начали с чистого листа совершенно, было только название «Профиап». У нас не было ни подписчиков мастеров перманентного макияжа, у нас не было никого. И надо было еще где-то взять подписчиков. Честно, Инстаграм-то вообще, я реально, я не знала, как жить в Инстаграме. Взяли какой-то дешевый какой-то мастер-класс за 7 тысяч рублей. Я сама туда окунулась, все изучила, как привлечь клиентов, как подписчиков. Вы не поверите. Сами делали баннеры. Какие-то в программах вот в этих и какие-то бесплатных. сама Facebook кабинет завела, и какие-то телодвижения сделала, и у нас пошли подписчики, поверьте, их стало очень много. Стали запросы на мастер-классы, и мы стали их организовывать все больше и больше. И спикеры стали сами писать. Организуйте. Вот это было, наверное, прям... Кто-то, наверное, не поверит, что нужно приложить много, все думают, нужно приложить много усилий, чтобы что-то пошло. Да можно вообще не прикладывать, оно придет, если это ты Если это на своем месте. на своем месте. Я вот хотела сказать, ведь очень часто так бывает. Элемент первой удачи, элемент действительно нахождения на своем месте и элемент, когда есть большое желание. Прям хочется, и оно часто получается. Потому что, когда есть желание, ты открыт. И люди, которые тебе потом уже сыграют роль какую-то, да, они к тебе притягиваются. И действительно, оно так и происходило. Я поняла уже, что начались мастер-классы, начались заявки от самих обучающих мастеров, что они хотели бы, чтобы вы им организовали. Окей, а конгресс-то, когда пришла идея конгресса, как это вообще от мастер-классов, от обучающего центра до такого масштабного мероприятия, причем такого... Сейчас я скажу одну фразу. Я уже, наблюдая за всеми, кто организовывает, понимаю, что для того, чтобы имя конгресса осталось, для того, чтобы он повторялся с года в год и был значимым, он должен в первый год жахнуть сразу очень хорошо. То есть это же какая подготовка. Как вообще от мастер-классов к конгрессу, к такому мощному? Оль, смотри, мы с каждым мастер-классом мы ведь тоже учились, да, мы старались, чтобы каждый мастер-класс, он был полезен, чтобы всем было комфортно, чтобы все получали и модели, и обучение было хорошее, чтобы все было. И то есть мы понимали, что мы делали хорошую организацию, да, и, конечно же, отмечали для себя важные моменты, что бы хотелось бы изменить. Но мы еще тогда про интерперманент вообще не думали.
Я помню, когда мы приехали, хочу поделиться впечатлениями. Первый раз, если мы уже говорим сегодня вообще про конгрессы и про чемпионаты, первый раз, я не буду говорить, на какую конференцию мы приехали действительно в качестве партнеров информационных и попали на чемпионат. И так как мы ранее не были на таких мероприятиях, мы не совсем понимали, как это должно проходить. И вот мы заходим в зал, я просто очень четко помню тогда наши впечатления. Это чемпионат, это идет судейство, 2 ряда стульев, сидят судьи, толпа из моделей вперемешку с участниками конгресса и просто любопытствующими. То есть такой хаос такой некий. И я вижу судей, многие были нам знакомы уже, мастера, и я вижу, как они устали. То есть я понимала, действительно было много участников на чемпионате, в таких условиях проводить судейство, но это было просто непрофессионально. Мы даже не поняли на самом деле, что вообще происходит. То ли это чемпионат, то ли это какой-то перерыв какой-то. Когда мы подошли к кому-то и спросили, а что сейчас происходит? Нам говорят, это сейчас судейство идет. И вот это первое впечатление, оно такое немножечко шокирующее было. Причем у меня и у Гали, потому что мы до этого уже, как Галя сказала, да, много ездили в Европе, были на различных мероприятиях, на выставках, и мы знаем, как можно сделать. Даже не обязательно это должно быть дорого-богато, да, но как это можно сделать по организации, чтобы всем было комфортно. И вот, наверное, в тот момент что-то у нас в голове созрело, я так думаю, потому что нет четкого дня, когда вот мы такие, вот давай сделаем. Как-то оно так пришло неожиданно. Но вот в тот день, наверное, какое-то зернышко было посеяно, хотя мы ехали, мы не планировали на тот момент вообще организовывать ничего. Да, я помню, февраль был, мы говорим, будем тоже, наверное, надо какое-то такое сделать мероприятие. Что-то надо делать. Масштабно, а мы уже так соскучились по масштабу. Уже нам хотелось бы что-то такого очень крупного сделать. И как раз сегодня сели, завтра уже баннеры были готовы, мы запускаем интервью. Даже мы еще не нашли место, где это будет. Ну, это, конечно, очень круто. Если ты говоришь про февраль, а в начале декабря уже прошел, Да. это, конечно, такой срок совсем небольшой для организации такого мероприятия. Мы вечером придумали название, я гуляла с ребенком. Было холодно, да, была зима, действительно. Мы придумали вечером название, и все, и на следующий день уже мы начали поиск спикеров, концепции, потому что каждый год у нас концепция разное мероприятие. Я хочу по поводу чемпионата и судейства, раз уже на эту тему зашло, у меня тоже были вопросы, хотела спросить. Всем известно, опять, всем, кому неизвестно, я скажу, что программа электронная система судейства на конференции Интерперманент считается, во всяком случае, в России, да, наверное, везде, лучшей. Это признают все. И судьи, которые участвовали, я в том числе была, я видела, как это происходит, и участники, всем очень удобно. Понятное дело, что электронная система судейства – это современная такая штука, что мы все должны уже к этому потихонечку подходить. Просто электронные системы судейства тоже бывают разными. Выглядят по-разному и разную степень комфорта предоставляют и судьям, и это, кстати, еще такой момент. От комфорта ведь судьи, который судит, очень много зависит, это влияет на результат. Если судья устал до такой степени, что ему уже лишь бы куда-нибудь уйти, то там уже и оценки будут соответствующие. Убыстренные, скажем так, не слишком, может быть, тщательные. Как это пришло понимание? Я не буду спрашивать, как вы там сделали такую программу. Понятно, что это какой-то там хороший программист, молодец, умница, придумал вам. Но вот именно то, что с того самого зернышка, когда что-то не понравилось? Так и есть. Во-первых, программист, он выполняет четкое задание, которое ему дадут. Поэтому, если есть четкое ТЗ, есть четкое задание, что нужно сделать в программе, любой нормальный программист это сделает. Поэтому здесь стартует нет программиста. А по поводу программы, когда мы приняли решение, что мы будем проводить чемпионат и конгресс, было абсолютно четкое понимание, что это может быть только электронная система судейства. По-другому никак. Конечно же, это здесь не обошлось без консультаций экспертов. Конечно же, мы обращались к мастерам, топ-мастерам за помощью в разработке критериев.
И никому не секрет, в принципе, мы об этом говорим на каждом чемпионате, что 2019 год огромный вклад в критерии внесла Елена Гаркина. Систему разрабатывали мы сами, критерии помогала нам делать Елена. Это и от рисунков, это и прописано был каждый критерий, как должна быть оценена конкурсная работа. Критерии мы еще ввели, кстати. Критериев тоже не было на чемпионат. И правил не было на чемпионат. Как критериев не было? А как проходило судейство до электронного судейства? Как? Я вам скажу. На бумажке, да? На бумажке. Там все критерии были прописаны. Мгм. Мы обсуждались они заранее, а потом уже ты А читаешь. участник знал эти критерии? А вот тут Их хороший знали вопрос. только судьи. То есть участник, он не знал, по каким критериям будет оценивать его потом судейский состав. То есть Вот для в чем меня сейчас, фишка. конечно, уже я просто это уже Разный не помню. телевизор Сейчас был, это- понимаешь? Участник, он не знал, как ему подготовиться и какую работу выполнить. И вот когда нет четкого критерия у участника, они пытаются вот таким образом изловчиться, Вы чтобы угодить хотите всем. сказать, что вот это то, что мы сейчас на каждом чемпионате в обязательном виде прописываем для всех участников критерии, то этого Этого до не вас было, это не первый было? раз мы сделали. правда, что ли? Да, да. Ну, чё, мой хороший. Вот эти Ну, ГОСТы, это ввели они действительно что-то на вроде как Интерфермонии. везде у всех, я уже Да, вот забыла, так вот. когда этого не было. Да. Прекрасно. Это же компьютер, это же система, машина, Мгм. да? Все тестируют, многие делают, многие тестируют на каком-то количестве там, а потом приходит огромное количество участников, и система не выдерживает, потому что она не была протестирована на таком большом. И у многих там какие-то проблемы, что-то где-то зависает, что-то Мгм. где-то не считывается. Как вот такое? Это же нужно же как-то предвидеть. Это же капец, если вот это все вдруг рушится в определенный момент и не Да, я работает. соглашусь с тобой, Оль. 19-й год, ноу-хау, понимаешь, да? Мы, конечно, очень сильно переживали. Перед этим программа тестировалась на огромное количество участников. На 1000 количество участников тестировалась программа. Все, Конечно, специальные Мгм. запускаются до программы, чтобы провести такое. Проходило прям вот... Но мы переживали, М, конечно, в любом случае очень сильно оценка. переживали этот дебют, как Да. это будет уже в действительности. Ну да. Ну, слава богу, уже не первый год программа. Оль, ты сейчас так вздохнула. Да. Ты представляешь, как мы издыхали в Да потому что, 19-м да году. потому что когда ты сам с судьей сидишь и понимаешь, что там твоя оценка куда-то не пошла, ты нажала, но не нажалась, а потом это все, а модель ушла, а это, Да. а тут потом еще Мы же не проводили никогда чемпионатов и слышали, что есть такие чаты, вот будут у вас чаты с участниками, вот там вас Чат то закрывать надо сразу. сразу говорили. закрывать, а то вас заклюют и все такое. Вы не представляете, это в страх нагнали. Думаю, господи, у нас прошел чемпионат, а у нас тишина в чатах. так, а вот с этого момента поподробнее. Представляете? Вы что, сейчас мне хотите сказать, что у вас правда после чемпионатов не бывает скандалов в чатах? Правда не бывает. Да ладно. А знаешь Да почему? ладно. А почему? Ну вот смотри, участник идет на соревнования, у него есть общие правила чемпионата. В наших общих правилах расписано все, вплоть до того, на какой полочке что должно стоять, как должен быть одет мастер, модели. Все очень подробно. У участника есть критерии, по которым он готовится. Участника судит судейский состав. Это спикеры, мастера высочайшего уровня, да, которым определенно есть вообще и доверие, и уважение. То есть к этому вопросу не возникает. Система судейства настолько прозрачна, что участник видит, какой балл, какой судья, по какому критерию поставил в режиме онлайн. Ведь когда вы, судьи, находитесь в судейском зале, в фойе у нас вот эти вот экраны, да. экраны, и участники смотрят в режиме онлайн свои баллы. И если снижается балл, да, вот у вас микрофончик есть у судей, и вы комментируете, за что этот балл снижен. Это же настолько ценно, участник понимает, где он совершил ошибку, за что этот балл был снижен. И он уже на следующий год может подготовиться и исправить эту ошибку. Ну и причем участнику тут же
сегодня или на следующий день отправляется на электронную почту все результаты. Он видит Это все. да. У нас идет больше обсуждения в чатах перед чемпионатом. Вплоть до того, какие тапочки одеть, белые или не белые. Или Ну, молочные. Вот это обсуждается. Причем, знаете, вот секрет очень интересный, что мастеров больше интересует, как они будут выглядеть, а не критерии к номинациям. Это обсуждается очень бурно. И только за несколько дней до чемпионата начинают вспоминать, что еще критерии есть. Нет скандалов — это грамотная организация до полностью расписать, открытое прозрачное судейство и возможность общие баллы потом все как бы получить, да, и потом их проанализировать и посмотреть. Ну, наверное, действительно, вы правы. Это потому честность, что- и это открытость. И если мастера получают одинаковые баллы, Да. то есть они получают Одинаковые награды. да, 2 места. одинаковые награды. У нас бывает 2 первых Да. места, 2 вторых места. Это Бывает. честно. Что по поводу того, чтобы попасть на ваш замечательный чемпионат? Как? Какие-то есть определенные... Ну, кроме того, что человек пришел и говорит, я хочу, вы говорите, стоит столько-то, плати и Да. попадай. Все, никаких других нету ограничений. Это Или желание. Определяется категория. У нас 3 категории участников. по стажу. По стажу, да, Мгм. именно по стажу. Это юниор до 2 лет, от 2 до 4 лет это категория профи, и свыше 4 лет это уже категория эксперт. Как вы определяете этот стаж? Вы просите, запрашиваете диплом? Документы. образования? Обязательно. И если у нас есть сомнения, мы смотрим в социальные сети, потому что, я не скрою, такие случаи бывают. И более того, в очень сомнительных случаях мы проводим беседу с человеком и предупреждаем, что вы же понимаете, что ваши коллеги, которые, конечно, друг за другом все смотрят, если случится такая ситуация, что вы где-то нас все-таки получилось обмануть, да, потому что понятно, что любой документ можно подделать при желании, и эта ситуация выплывет, то вы просто лишитесь этого звания. Ну, это позор такой, да, определенный Ну все-таки. да. Коллеги И- же издадут. Да, коллеги же издадут. И я смотрю, все-таки мастера у нас очень честные. Это крайне редко бывает, чтобы мы даже смотрели ленту, все-таки все Вообще объективную информацию принимать предоставляют. участие в чемпионатах и надо, потому что мы знаем много мастеров, которые сделали вот для себя такое, скажем, пинок и пошли участвовать. Они прежде всего организовали себя. Они даже если многие не заняли место, они привезли кучу фотографий, клиенты спрашивают, где ты был на чемпионате. Они, то есть это получается такая вот открытая социальная жизнь и привлечение к себе внимания. Безусловно. И согласна. в следующем году, вот они уже такого адреналинчика получили, в следующем году они опять едут на чемпионат. Всплывает в памяти кто-нибудь из тех, кто когда-то принимал участие в ваших чемпионатах, а теперь, известная личность? Ну, то есть приобрел известность. Ну, назовите кого. Конечно, конечно. У нас, во-первых, мы сами развиваем мастеров молодых, которые малоизвестны или еще вообще неизвестны. У нас много девчонок, которые заняли первые места на интерперманент. Потом мы их приглашаем в судьи, мы их приглашаем в спикеры. Они себе начинают простраивать такую карту своей карьеры по своим регалиям. Участие в чемпионате, занял место, поехал на другой чемпионат, занял место, участие, быть спикером, судьей, участвовать также в нашей премии. Много мастеров, которые в этом году мы приглашали гранд-персоны. Это наивысшая вообще оценка на нашей премии мастеров, которые достигли большой известности и результатов в индустрии. Так в итоге получается, правильно ли я вас понимаю, что, в общем-то, вот этот как бы ваш мир интерперманента, мир профиапа, вы в нем растите своих мастеров и, в общем и целом, и спикеров тоже из своих выбираете? То есть со стороны к вам особо сильно уже в спикеры не попасть? Нет, это не так, Нет? совершенно не А так. как? Безусловно, я не скрою, что в первую очередь, конечно, мы приглашаем тех мастеров, которые победили на нашем чемпионате. Это мастера, которые заняли первые места, которые выиграли гран-при. В этом году у нас не менее 10 судей, да, в судейском составе. Это мастера, которые в предыдущих
годах у нас занимали первые места, и они этого достойны. И хочу сказать, что после того, как Интерперманент приглашает судейский состав, спикерский состав, их карьера начинается, их начинают замечать другие организаторы конференции. А, например, ну это я уж так вот спрошу, ну как бы считается, что успех должен быть таким постоянным, застолбленным. То есть, может быть, там случайно выстрелил в этом году, а в следующем году сдулся. Как у футболистов бывает. Нет, Звезда бывает взлетела, такое, потом хоба и конечно. вниз, и ничего. Бывает. А вы уже в судьи, уже в спикера, а может быть, это была какая-то случайность. Нет, почему случайность? Это совершенно не случайность. Мы проходит отбор девчонки. Мы же наблюдаем многих еще замечаем, когда мы проводим отбор на премию. И видим такие шикарные работы, девчонки в тени. И вот мы таких тоже замечаем и приглашаем многих. У нас есть проект тренерский «Перспектива», где мы тоже очень много у нас известных мастеров. И также девчонки, мы смотрим, как они вообще усваивают программу, как они проявляют себя. Еще из этого проекта мы тоже девчонок приглашаем спикера. Вы говорите, переменный успех, а вот этот переменный успех еще очень зависит от своего мастера. Мы даем стартап. А вот если мастер сидит сложа ручки и ничего не делает для своего дальнейшего развития, то это можно остановиться и в одном месте. Мы даем возможность. А воспользуется этой возможностью человек или можно нет, это идти его право. дальше. Очень много площадок. Сколько у нас конгрессов, сколько у нас чемпионатов. Не только у нас в России, но и за пределами. Пожалуйста. Это можно проявлять себя в разных местах. И можно опять возвращаться на Интерперманент. Это очень... все зависит от мастера. Надо же. И вот сейчас сказали, что отбираете работы, да, на гран-персону, там вот еще на премию. Что, сами отбираете уже? Ну, и сами отбирают, тоже, То есть конечно. вот уже Вообще- позмужились и поняли, да? Сейчас, Оль, вообще, если честно, у нас такая насмотренность. Вот Во, я хотела Наталья сказать, Веда то есть очень любит вот это слово, мы тоже оно его уже прекрасно, обожаем. Как у да, Паши оно Сомова. очень важное слово Оно, в нашей да, очень профессии. важное слово, потому что мы уже, честно, открывая аккаунт, уже просто видим мастера, прям вот пронизывая, и видим, на что он способен. А как удается так много лет делать бизнес вдвоем и вдвоем, и вдвоем? Ну что, не ругаетесь, не ссоритесь, нету Ругаемся, конечно, никаких... ругаемся. Как это удается? Ну, знаешь, какую вот, роль у вас есть там? Злой, добрый следователь или как у вас это распределяется? Нет, я думаю, что мы меняемся на злой и не злой, потому что настроение бывает у нас разное. Где-то там Галя вспылит, я ее там спокойно, и наоборот. Четких ролей нет. Нет такого, что Галя отвечает за одну сферу, я отвечаю за другую. Мы взаимозаменяемые. То есть сегодня я могу одним заниматься, завтра другим. Часто мы вместе какие-то, вот если идеи, мы вообще можем сесть просто, встретиться, выпить утром кофе, позавтракать или там вечером где-то в ресторане посидеть. И обязательно у нас родится какой-нибудь новый проект гениальный. Это уже вот проверено. По поводу, ну, конечно, мы ругаемся. Здесь можно, знаешь, Оля, как... мы стрельцы. Мы два стрельца. Два стрельца, ты понимаешь, у нас не может быть, мне кажется, если мы были бы другими, не возникали бы такие проекты, такие. Мы огненные знаки, и, соответственно, конечно, у нас, если огонь столкнулся, так это мы горим, но мы и быстро... Но мы не тушим затаиваем, его. Да, мы не понимаешь? затаиваем. Мы вот есть какая-то, да, мы скажем друг другу все, что мы друг о друге думаем, и все. У нас, И мы работаем дальше. конечно, Это огромный плюс в том, что мы такие люди, что мы никогда не затаиваем какую-то обиду друг на друга, да. Мы тут же можем помолчать там полдня, а потом опять написать друг другу. А вот ты знаешь, а я все-таки считаю, должно быть Ну и вот ладно, так. считай. Ну и ладно, давай, сегодня будет по-твоему, а завтра будет по-моему. Ну, естественно, мы 16 лет ведем бизнес. 16. За 16 лет, вы представляете, сколько вот этих бурь мы пережили, что нам уже вот эти бури, они не страшны.
Когда идет такая организация, мы уже поговорили про ваши таланты, про то, что вы столько лет вместе, но ведь всем известно, что без огромной команды этого все не сделать. А где вы ее находите? Где вы ее нашли? Это вся одна и та же команда с вами вот эти все годы, да? Как вы нашли к 2019 году, так она с вами идет? Или что-то меняете? Нет, ну, конечно, несомненно, какие-то люди остаются, какие-то люди уходят, это жизнь. Хочу сказать, что команда у нас небольшая, то есть мы действительно многое делаем сами, и так как наш проект уже, он такой установившийся, мы понимаем четко, что мы хотим видеть каждый год. Каждый год мы разрабатываем концепцию обязательно. Обязательно новую. Вот я хочу немножечко рассказать. Декабрь. У нас заканчивается конгресс. В декабре мы обязательно отдыхаем. У нас в декабре еще дни рождения, Новый год. И в январе, после январских праздников, мы начинаем продумывать концепцию на следующий год. И организация в основном, она же заключается в таких вещах, которые нельзя поручить команде. Я имею в виду именно идеи, да, то есть какое-то вдохновение, какую концепцию мы хотим видеть, каких людей мы хотим пригласить. Что в этом году? Сколько народу на чемпионат планируете? Чего, как? Ну, спикерский состав я вроде уже видела, но все равно расскажите. В том году у нас было порядка 700 номинаций, да? Ну, У нас в этом в году не было меньше. 200 человек, и это где-то 700 номинаций было. В этом году мы планируем, что будет больше народу. Судьи выживут? Мы делаем очень комфортные условия для судей. У нас очень четкий тайминг. У нас в 9 часов старт, в 20:15 последняя номинация заканчивает свою работу. В 21:15 все судьи свободны. И система судейства выдает результат уже в 22. Все идут спокойно отдыхать и спать, а мы переоборудуем зал. Ну, И это, конечно, очень многие круто. мастера говорят, мы говорит, удивляемся, как вы так можете, что у вас нету накладок в тайминге. Вот и я хотела сказать, как вы можете, что у вас нету накладок в тайминге? Но для этого есть четкий сценарий. Если говорить про чемпионат, это бесперебойная работа, самое главное, системы судейства. Это Что самое нового главное. будет в этом году? Вот в это хочу рассказать, что будет нового в этом году на Интерперманент на чемпионате. Во-первых, мы хотим провести революцию в чемпионатах. Дало всякие обмотки, которые просто вымотали всех мастеров. Каждый пигмент обмотай, каждую подставочку обмотай, тюбик Ну да. обмотай. Как вы выходите, что вы будете? Вообще-то не требуется санпином. Мы консультируясь с Еленой Варнавских, она говорит, что это все инструменты, все пробирочки, пигменты должны просто обработаться после каждого клиента специальными антисептиком, средствами для поверхности и подготовиться для следующей модели. Нужно, соответственно, мы будем требовать, чтобы была защита клипкорта, защита самого ручки аппарата, соответственно, картриджи. Все остальное должно обрабатываться. Ну да. Потому что, приходя к стоматологу, он перед вами не обматывает все подряд, чтобы принять вам и отремонтировать зуб. К чему в перманентном макияже вот именно эта тенденция, наверное, была просто эта тенденция разработана для того, чтобы не испачкаться. Я так думаю. Да, исключительно для того, чтобы не испачкаться, потому что дело же не только в том, что у нас какая-то зараза, не дай бог, попадет, да, что мы, естественно, можем дезинфекторами все это убрать, а дело в том, что краской можем заляпать, а она тяжело отмывается, когда она засохла. Реально проще пленку снять и выкинуть. Только в этом дело, на самом деле. Правда. Но по факту, сколько мы наблюдали, девчонки мало кто пленочки кто снимает. захочет, он может это сделать. Легче вытереть пигмент. И если мастер сидит и вокруг себя не разводит бардак, как бывает многие, вот и модель лежит, и лежит салфетка, 300 всяких этих дисков, уляпано все вокруг, это опять-таки все зависит от организации рабочего пространства. Да, это я согласна. Тема, которая, мне кажется, абсолютно сейчас несовременной и не актуальной, но она, конечно же, периодически всплывает
Не знаю, может быть, у людей, которые не очень хорошо понимают, как сейчас устроены чемпионаты, может, просто, извиняюсь, не очень умных людей, не знаю. Но вопрос о том, что не надо ходить на чемпионаты, не обязательно на ваш, а вообще, потому что там все равно все куплено, или там что-то конкретное куплено. Там ты можешь сходить, что-нибудь занять, но хорошее место все равно не займешь, там все это заранее распределено. Но я же правильно понимаю, что в вашем случае просто это невозможно технически? Ну, мы вообще такое слышим часто. Ну, все организаторы Вот. такое слышат. Это И естественно. даже, Потому и говорю, мне знаете, кажется, бывает просто- такой момент, что, допустим, в судьях владелец студии и соревнуется мастер, который работает тоже в этой студии. Говорят, ну, конечно, этот судья точно знает, кто у него модель, ну да. поставит, типа, балл, М, все куплено. м. Но помимо одного судьи есть еще 5 судей. Уж всех судей купить невозможно. И если судья, чей мастер поставит 5 баллов, они пришли к Ольге, а Ольга ставит 3 балла, ну, здесь и другие судьи поставят 3 балла, здесь Это уже репутация явно мастера. видно, что здесь завышена оценка. Репутация Здесь прежде судьи, так никто всего не будет делать. хромает репутация судьи. Купить судейское решение, оценку какую-то, она все равно вылезет. Потом есть табло, где сразу вся публика, которая находится в фойе, видит на табло экранов эти оценки. Понимаете? Когда шло 4, 4, 4, 5 и вдруг 2. Вот здесь Да? вопрос. Оля, скажи, пожалуйста, как мастер с большим опытом работы, которая заработала себе имя уже, вот если бы тебе поступило такое предложение, или это был бы там твой мастер, неважно, ты бы поступилась бы своей репутацией, чтобы завысить балл какому-то мастеру. Но ты понимаешь, что твоя репутация пострадает. Тань, ну я вообще в этом смысле человек больной на всю голову. Я к этому очень щепетильно отношусь. Я не умею абсолютно врать. Я везде прокалываюсь, даже если вдруг захочу соврать. И ко мне с таким вопросом никто никогда не подойдет. Потому что, во-первых, я боюсь, не люблю, не умею врать, мама так научила, и боюсь ужасно проколоться, поэтому это вообще не ко мне вопрос. Но просто люди же разные бывают, я в этом Оль, мы смысле. тоже Нет, такие я про то, настолько что это честные, что- нецелесообразно. Понимаешь, мастер, который уже сидит в судейском составе, у него есть имя. И он не может просто чисто физически взять и подставить под сомнение свое годами заработанное имя, честное, и поставить какому-то Ну, это я и хочу пятерочку, объяснить, я когда это другие говорю. поставят троечки. Ну, просто И это я- не поменяет все равно А если ситуацию. технически, судья вообще в программе не видит, чья модель. Представьте, вот открывается дверь судейского зала, а там очередь стоит из моделей. Но даже ее не запомнит каждый. И Только судья видит не имеет права губы, зайти брови, в зал веки, проведения губы, соревнований. брови, Вы веки. находитесь в отдельном зале всегда. Ну, это правильно. Да. конечно. Здесь подходит модель, кладет браслет, открывается карточка, только там видно фото до и фото после и критерий, больше там ничего нету. И еще очень важно, что судья не видит, какой балл поставил другой Да. судья. Да, это хорошо. В отличие от бумажек. Мгм. Потому что не потому, что кому-то лень качественно поработать, а просто, действительно, на общую картинку как-то смотришь. И Ну, вроде как. конечно. А тут можно действительно по-честному. Плюс еще у нас в системе судейства невозможно откатить назад, передумать. Это как в спортивном соревновании. Если вы поставили сейчас оценку такую, и вдруг думали, нет, я давайте передумаю, поставлю больше или меньше, или И вот потом там можно предыдущая подчеркнуть, а потом работа. поставить свою подпись, что Да, я в изменил. в той предыдущей работе вроде бы Мгм. мне показалось было лучше, то в электронной системе судейства именно в нашей откатить назад не получится. Перед тобой сидит модель, суди так, как ты сейчас считаешь нужно, а не сравнивать 10 моделей и выбирай из нее Но лучше. хорошо, а правильно ли это? Это правильно. Потому что иногда же бывает общий уровень непонятен. Допустим, сейчас объясню. Вы прекрасно поняли, но я объясню просто для зрителей. Когда точно так же, то есть идет четкое сравнение со спортивным соревнованием.
То есть, когда выходит первая фигуристка, мы не знаем, как уровень у остальных фигуристок. Да. И бедная первая фигуристка может оказаться в не самом выигрышном положении. А может наоборот. А может наоборот. А может наоборот. А может наоборот. Есть четкие критерии. Оля, а как ты Ума- сравнишь, если у тебя будет 50 моделей? Ты их не запомнишь физически. запомнишь. Не Вот, запомнишь. Представь себе, у тебя перед тобой табло, фото до, фото после, четкие критерии и фото работа, какая бы должна быть. Ну И да. ты смотришь, что да, мастер выполнил свою работу по конкурсному заданию. А какой у него уровень работы? Ну, какой у него уровень вообще опыт какой работы, для тебя не должно быть важно. Здесь важно, вот перед тобой модель и выполненная это работа. Да, это да. Нет, про чемпионат все понятно. Я говорю, просто чемпионат, он всегда связан именно с фишками, с ништяками, да. которые, да, люди, Ну да. они же тратят деньги, соответственно, они тратят конечно. как в лотерее. Мы заплатили в надежде получить миллион потом, а его потом нет миллиона. Как же так? Я же деньги заплатила. Да. Многие не могут смириться с этим, что деньги-то платят все участники, а выигрыш-то только 1, 2, 3. Тяжело принять. Многие, ну, я говорю, я потому и удивилась и прям аплодирую вам, что у вас нету разборок и скандалов после. Это Ведь, если вы не лукавите, то это вообще мы не очень лукавим. круто. Потому На что обычно всегда интерперманент бывает. вообще, мне кажется, мы самые вообще щедрые. У нас столько кубков. Иди только соревнуйся. В этом году 67 кубков. 6 гран-при, ну куда больше? Еще с абсолютного чемпиона можно побороться и такие кубки взять, что никто еще не видел. Это секрет. Это секрет. Хорошо, давайте про конференцию, про саму, про концепцию конференции, про спикеров этого года. Что такого необычного, нового, концептуального в этом году? В этом году необычно. концепция – это трансформация. Что вы вкладываете в это понятие? Трансформация, это изменение всегда. То есть будем менять мастеров со всех сторон. Это и техника, это и мышление, это и продвижение. То есть, как всегда, у нас будут самый сильный спикерский состав, самые интересные эксклюзивные темы будут по перманентному макияжу. Будут темы по личностному развитию. Это то, что сейчас наиболее интересно для мастеров, потому что, я думаю, многие сейчас понимают, что просто брови, губы, веки немножечко уже приелось. Все активно посещают мастер-классы, очень много онлайн-продуктов качественных сейчас. И, конечно, хочется на конференции еще какие-то темы для того, чтобы зарядиться, вдохновиться, вообще увидеть какое-то, может быть, новое направление для себя. Это все будет на интерперманент. Будут совершенно новые форматы выступлений. Такие выступления еще не было на конгрессах. Это тоже наша новая идея с Галей. Да. Вы это все увидите в декабре. Мы сейчас не будем Мы пока не раскрывать будем секреты. открывать все секреты, но у нас Будет, будут такие темы называться: трансформация брови, трансформация губы. Это будут 2 спикера И, на сцене. и секрет. И секрет. Ну, и секрет. Хорошо, И секрет. ладно. И Это у секрет. Гали Да, Открывайте. не расскажу И секрет. Потом у нас будет очень такая интересная площадка, которая держится тоже в секрете, но о ней будет скоро выйдет анонс. Такого формата не было еще в индустрии перманентного макияжа. И вообще я хочу сказать, что с 2019 года... Откуда у вас это все? Потом у нас очень будет интересный формат для партнеров. Торговая галерея в этот раз будет Да, другая. вас, партнеров, обрадует такой формат, понравится, я думаю, и понравится многим. И вообще хочу сказать, что с 2019 года, когда интерперманент пришел вот так вот в индустрию, так невзначай Невзначай ворвался, мы какую-то такую очень высокую планку подняли. И мы очень рады, что за нами подтягиваются, за нами следят, за нами хотят быть как мы, хотят что-то тоже новое у себя сделать. Мы очень счастливы от того, что мы вообще задаем такие тренды в индустрии, и мы видим, как она растет.
Она реально растет из года в год. А как Ты она пос- еще может расти? Она с помощью нас всех и растет. Да, Вот кто может что-то да, сделать да, новое, затем и так везде. Сейчас Это круто очень. молодые мастера, которые вот приходят на стрит-площадке, делают такие работы. И смотришь, такие работы же вот в 2014 году не были же, Оль. Не были. И даже вот 4 года назад, Даже 2 года назад да, в не было 2019 таких году, работ. когда Всё быстрее мы идёт, проводили, да. тоже не было. Здорово, что задаются такие тенденции, что мастера хотят расти и становиться лучше и лучше. И вот как раз наш этот год трансформации, принесет много еще новых идей для всех. Я прямо очень благодарю вас за сегодняшнюю беседу. Мне все равно остались некоторые вопросы удивительными, не то чтобы непонятными, но такими, удивительными, что вы так как-то рассказываете, что все вот так, это просто. Ну, на мой взгляд, нифига не просто, и то, что у вас это получается, это еще, как говорится, прямо круто очень. Я очень благодарю вас, и реально мы все на вас равняемся, и те, кто... Я знаю точно, и те, кто уже устраивал конференции, и те, кто задумывается о том, что это все равно еще будет нужно, и нужно будет что-то новое, в любом случае будет что-то возникать, и все те, кто об этом задумывается, все, конечно же, на вас смотрят. Я вам желаю от всей души удачи, она вам тьфу-тьфу сопутствует, потому что, как это... Шизанутым нет покоя. Вот. Я просто тоже стрелец, поэтому я как бы понимаю, о Сейчас чем понимаешь хорошо, да? речь идет. Какое у нас трио Вот. какое. Да, поэтому пусть у вас все так дальше идет по нарастающей, потому что как есть люди, которые за что не берутся, да, Да. из этого что-то получается, произрастает. А У есть нас люди, еще у одна которых такая всё идея валится из рук. есть. Ой, вообще, ну, об этом мы тоже. Все, короче, идите, воплощайте свои идеи. Да. А мы встретимся с вами в декабре у вас в гостях на Интерперманенте. Будем очень Обязательно рады к вам придем. снова увидеться. Я думаю, что будет очень классно. Нам в торговую галерею, ну и вообще. Хорошо, спасибо вам большое. Спасибо, Оль, за Спасибо, Оль, приглашение. за приглашение. Это, Было очень было- интересно. да, поделиться своим опытом. На этом на сегодня все. Надеюсь, что вам было так же интересно, как и мне. Подписывайтесь, пожалуйста, на наш канал, следите за нашими анонсами. По поводу сегодняшнего подкаста, если у вас есть какие-то вопросы, пишите в комментариях, на что сможем ответим сами, на что не сможем передадим вопросы нашим гостям, и они ответят. Пишите в комментариях, кто вместе с нами будет в этом году на Интерперманент 2022. Пока! Пока-пока-пока. Спасибо за внимание.